back to helicopter. I'm excited. Вертолет Robinson 44, в данном случае мы летаем на модели Raven One. Вообще у Робинсона есть несколько моделей. Есть Raven One, есть Raven Two, есть Clipper, есть на поплавках, соответственно. Raven One отличается от Raven Two тем, что это карбюраторная модель. То есть мы летаем на двигателе с карбюратором. Raven Two это инжекторная модель. Принципиального отличия нету, но считает, что Raven 2 помощнее, как бы тяговитее, и в принципе предпочтительнее летать на Raven 2, потому что у него нету вот этого карб-хита, который нужно все время вытаскивать и опускать в зависимости от того, какая температура на входном коллекторе. Двери закрыты? Да, у меня закрыто. Тебе показали, как дверь открывать? Вот так она открывается, вот так она закрывается. Я так и только что закрывал, поэтому думаю. Seatbelts должны быть пристегнуты в течение всего полета. В случае emergency слушай меня. Если произошла авторотация, у нас случилась жесткая посадка, соответственно, я даю команду на покидание, ты открываешь свою дверку и уходите в том направлении, пригибаясь, потому что мы не знаем, как лопасти будут вращаться. И убегаете вперед, но не назад. В случае пожара у нас где-то должен быть fire extinguisher. Там он есть. Ну и, в принципе, больше вам особо знать ничего не надо. Что это за штука? Потом расскажешь, да? Это тормоза. Для того, чтобы останавливать пропеллер, чтобы он не вращался. Открываем чек-лист и смотрим. Seatbelts пристегнуты. Fuel shut-off valve on. Check. Cyclic collection friction отворачиваем и проверяем ход. Смотрим на пропеллер, на ротор. Блейдзы вращаются. Проверили. Throttle full travel free проверено. Collective full down, friction on, педали нейтрально. Rotor brake disengage, я это сделал. Circuit breakers all in, проверено. Carb heat off, утапливаем. Mixture full reach, утапливаем. Mixture guard installed, trim and landing light switch, landing light off. Avionics switch off. Clutch disengage, altimeter set. Hydraulic governor on. Starting engine. Throttle twist for priming. Раз, два, три, четыре, пять. Throttle close. Battery stop switches on. Включили. Area clear. Clear prop. И погнали. Обороты двигателя. Вот они. И клатч engaged. Включаем. Вращение начинается менее чем за 5 секунд. Я могу перейти на наушники. Так, у меня будет. И раз, и два. Падение не больше, чем на 7%. Проверим. Engine gauges. Зеленая, зеленая. Топливо на борту. Carb heat. Проверяем. Вытаскиваем carb heat. RPM чуть-чуть падает. Опускаем carb heat. Looking good. И проверяем needles. Стрелки расходятся. Стрелки разошлись. Двери закрытые. Limit MAP chart. Проверяем MAP chart. То же самое, что вчера, 24.1. Cyclic collection friction off. Governor on. И поехали. Мы будем летать на самолете, который вызывает у наших зрителей какой-то адский восторг. This is Robinson R44, November 4147, Quebec, VFR departure to shoreline southbound. Helicopter 4147, Quebec. Pompano Tower, wind 330 at 12, altimeter 3004. Stay south and west of runway 33 at all times. Westbound on Lima with a left turnout. Cleared for takeoff.
Cleared for takeoff and staying west and south all the time from runway 33, 4147 Quebec. Gate Alpha Foxtrot, turn right in the crosswind. Готовы? Traffic 1 mile off your right Вылетаем. side. The downwind is a Cessna, report him in sight. Эй, контрольное весеннее, зеленое, 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 лампочки не горят, топливо на борту. Вылетаем. Cessna departing ahead of you is also going northwestbound. Keep that traffic in sight. Wind 33010, runway 33, clear for takeoff. Takeoff, keep traffic in sight, 520 Delta. Runway 33. Helicopter 47, Quebec, if you can manage it, remain south and west of the arrival corridor for runway 33. Sure, no problem. I will stay south and west from runway 33. Arrival corridor. Arrival corridor. Several aircraft from the east will be turning in. Roger. Робинсон 44, как вы видите, это вездеход. Мы прилетели в середину болота Эверглейдс во Флориде, нашли какой-то кусочек дороги, сели. И, в принципе, можно посмотреть по ширине колес и по ширине колеи дороги. Оно прям как раз идеально совпадает. На этом вертолете я садился и в очень маленькие коробочки, размером там с хоккейную коробку, грубо говоря, и на разные пятачки, и на небольшие уклоны. У меня была, кстати, история. Один из моих клиентов в 2014 году попросил сесть к нему на площадку возле дома. И она была примерно по размеру, как этот ротор. Я могу ошибиться, по-моему, размах лопасти 5 метров. То есть общий диск это 10 метров в радиусе. Соответственно, если у вас там 20-30 метров позволяет площадка, то вы можете спокойно на этом вертолете сесть. Надо, естественно, смотреть на хвост. Вообще, посадка на вертолете на неподготовленной площадке в узкие места — это отдельная история. Но главное, что вертолет это позволяет. То есть то, что на самолете сделать абсолютно невозможно, то есть прилететь вот сюда вот на дорогу, сесть на самолете, теоретически можно, но никто этого делать, естественно, не будет. Слишком опасно, слишком рискованно, нужен специальный самолет на больших колесах типа Буш и так далее. На вертолете это элементарно, любой может позволить себе это сделать. Это легко, просто, поэтому для рыболовов, для любителей природы, кто хочет гонять на дачу к себе, это самый идеальный вариант. Это такой легкий внедорожник. Я иногда сравниваю вертолет с мотоциклами. То есть самолет это машина, тебе нужна полоса для разбега, полоса для посадки, куда-то зарулить, где-то остановиться. На мотоцикле тебе не надо фактически ничего. Да? Ты можешь ездить по любым дорогам, по пешеходным тропинкам даже. И то же самое позволяет делать вертолет. Он позволяет садиться на маленькие площадки, на неподготовленные площадки. Ему не нужна полоса, вообще ничего не надо. Но за это приходится платить так же, как и на мотоцикле. Когда идет дождь, дует сильный ветер, пурга, снег, метель, плохая видимость, на мотоцикле особо не погоняешь. Для этого нужна машина. То же самое и здесь. Для сложных метеоусловий, для полетов по приборам, для полетов очень высоко, для полетов в горах, для дальних путешествий вертолет уже не подходит. Красота-то какая. Потом. Поэтому я люблю летать на вертолете. Вот, видишь веревочки, про которые ты спрашивал? Вот они сейчас параллельно, значит, у меня все ровно скоординировано. Helicopter 47 Quebec at the shoreline, frequency change approved. Frequency change is approved 4147 Quebec, thank you. Мы сейчас летим с круизной скоростью 95 узлов. В принципе, для этого вертолета нормальная круизная скорость это 100. То есть маловероятно, что он пойдет сильно быстрее. Можно, конечно, прибавить ему мощности. Скорость увеличится очень незначительно. Fort Lauderdale, this is helicopter 4147 Quebec, 6 miles north on the shoreline, 500 request transition southbound. Helicopter 4147 Quebec, squawk 0164. Squawk 0164, 4147 Quebec. Это даунтаун, Fort Lauderdale
даунтаун. В чем прелесть вертолета? Если на самолете ты до хер подлетишь, тем более низко, ниже 1000 футов, то на вертике мне нужно поговорить с ребятами на башне. И с большой долей вероятности они мне дадут облететь, куда я захочу. То есть я могу сейчас сказать request transition westbound, и они скажут иди, и я пойду. И никаких при этом сложностей не возникнет ни у кого. Сколько стоит экскурсия на таком вертолете? Вообще я беру в час за этот вертолет $650. Какой красивый свет вообще, как все шикарно. Сейчас ты посадишь нас на эту наркоту полетов. Да, дружок, я подсел в свое время, видишь, что из меня теперь получилось? Во что я превратился. Не так плохо. Могло бы быть и хуже. Еще, конечно, на вертике нужно еще обязательно смотреть на вышки, потому что смерть для вертолетчиков и... Ну, в основном для вертолетчиков смерть это провода. То есть 65% всех авиационных катастроф с вертолетами это попадание в провода. Видишь пятачок вот такой вот, типа красный, да? Да. Вот я на вертолете в 14-м на Соловках сел в такой пятачок. Там была хоккейная коробка. По краям стояли столбы, примерно высотой по 15-20 метров. Там везде были провода, и этот человек, вот этот, который сейчас здесь сидит, он зашел над этой коробкой, оценил вот так вот, что проводов типа они есть, но он на безопасном расстоянии. Диаметр винта 10 метров. Я влепил вертолет в эту коробку, когда я вышел, я реально охуел. То есть я вышел из вертолета, выключил его, такой обхожу, смотрю на всю эту вот гирлянду, которая вокруг меня висит по периметру, на размер этой хоккейной коробки. Думаю, ну ты хо. Вопрос такой, как теперь взлетать отсюда, да? И я оттуда выбирался вот так вот, еле-еле по миллиметру, чтобы, не дай бог, не шевельнуться никуда и не цепануть все это. Если говорить конкретно про этот Робинсон 44, у него дальность полета примерно 400-500 километров, в зависимости, опять же, от ветра, от каких-то особых условий. Я бы сказал, что 400 километров это, наверное, комфортное такое расстояние, на которое на нем можно лететь на одной заправке. По времени это 2 часа 45 минут. Я обычно никогда не летал больше, чем 2.30, 2.40, потому что на 2.40, 2.45 уже начинает загораться лампочка low fuel, и ты должен искать место для посадки и заправляться. Меня приглашали в Чикаго на чемпионат мира по скайдайвингу. Я летал туда, на вертике, 10 часов туда, 10 обратно. И там я бросал парашютистов по $75 с человека за джамп. Я делал 4 загрузки в час. То есть я 15 минут тратил туда-обратно. И они у меня прыгали со всего. С лыж, без лыж, просто выпадали. С весення, с ходу, как угодно. Вот я хотел спросить, да. Ну, с весення в основном, потому что для них самый большой кайф это падение из невесомости. То есть, когда ты прыгаешь с самолета или вертолета, у тебя всегда есть набегающий поток. И это не круто, типа. А круто это прыгать с шара и с вертика. Потому что он находится в стоячем положении, и ты падаешь первые 3-5 секунд, пока поток воздушный не прилетает. У тебя полное ощущение, что ты находишься в невесомости. Я как бы из скайдайверов прекрасно понимаю. У меня у самого 44 прыжка. И я прыгал в Чикаго в 17 году крайний раз, как раз когда я летал на чемпионат. Мне не понравился. С вертиком? Нет, я прыгал с самолета, ну потому что некому было бы на вертике лететь, я же летал на вертике. Но мне не понравился сам прыжок, то есть как бы я не кайфанул. Не было у меня никакого ощущения, что я там типа вау. Как я уже говорил, багажное отделение под каждым креслом 23 килограмма позволяют взять некоторый запас топлива. Некоторый. Но, естественно, нужно смотреть на weight and balance, контролировать развесовку, центровку и убедиться в том, что вы не превышаете взлетный вес. В отличие от самолета, на вертолете это становится очень критично, потому что у него есть ограничения по мощности. В зависимости от вашей высоты и от температуры наружного воздуха вы можете применить определенный лимит мощности к двигателю. Соответственно, вот сегодня у нас 20 градусов, мы находимся на sea level, и у нас максимум мощность, которую мы можем выжать из двигателя, это 24,1 дюйма наддув. Соответственно, если мы перетянем и возьмем больше, чем надо, то это будет уже overpower для вертолета. Максимальный на нем наддув можно вообще достичь 26. Если больше,
это уже сигнал для мейнтенса. Нужно ставить вертолет на обслуживание техническое, делать инспекцию, убедиться, что с ним все в порядке. Поэтому это становится критично. Вес на вертолете становится очень критичным, гораздо более критичным, чем на самолете. Развесовка становится тоже гораздо более критичная. Например, если я летаю один, и у меня полные баки, то взлет у меня будет примерно вот такой вот. А посадка наоборот, потому что топливо находится сзади. И, соответственно, развесовка вертолета будет совсем отличаться от того, если в нем сидит 4 человека. На Цирусе летаю я один, вдвоем, втроем или вчетвером. Разницы практически никакой. На вертолете один, вдвоем, втроем, вчетвером — это 4 разных случая, 4 разных кейса. То же самое касается и продольной и поперечной развесовки. То есть, если я сижу один, то человек должен сзади сидеть либо слева, либо спереди со мной. Дальше надо брать топливо, считать, сколько топлива, играться с циферками и делать все очень аккуратно. Это Фишер-Айленд, пафосное место. Сюда только на яхтах можно приплывать. Ну, Никакой нету. на этих самых можно. Ну да, На пароме. на пароме. И отсюда красиво выплывают круизы. Да? А, вон один плывет, кстати, смотри. Или он стоит? Он стоит. Стоит, да? Вон паром пришвартовался, кстати. И вон еще один швартуется. А это Национальная гвардия, кстати, этот Хоускард, который контролирует и побережье наше от кубинских наркобаронов. Что, это Royal Caribbean? Да, похоже. Не знаю. Да, возле порта Royal Caribbean. Вот в чем прелесть самого вертолета. Можно вот так вот сделать. Боковой проход, например. Вот такие штуки с самолета, конечно, не сделаешь. Абсолютно. Я за что коптеры люблю даже вот эти обычные мелкие, да? Про вертолет я могу бесконечно рассказывать. У него есть 2 режима обдувания, обдува воздуха. Есть прямая обдувка, как сейчас, есть косая, когда мы на весеннее переходим. Когда мы с косого переходим на прямое, такой происходит подъемная сила резко вырастает. Магия какая-то. А, не говори. Вообще все это летание — это какая-то магия. Я уже летаю, 15 лет, а для меня все это еще каждый раз магия. Никак не могу привыкнуть, что я могу перемещаться по воздуху. Вон лодка затонувшая, смотрите, 2. О, какой крал, смотрите. Понимаешь? Хочу посмотреть. Лодка офигенно, да. И вон еще одна, наверное, валяется, вон, видишь? Тут много, я смотрю, затонувших. Вон еще одна лежит. Вот, остов. Историю я рассказывать не буду, вы все это можете посмотреть в интернете. Фрэнк Робинсон, человек, который придумал вертолет Робинсон 22, зачем 44. Сейчас заводом управляет Курт Робинсон, это его сын. Мы с ним очень хорошо знакомы, в свое время провели много прекрасных дней в Москве. Когда он приезжал к нам в гости, я был у него на заводе в гостях в Лос-Анджелесе. Они разработали уже модель 66. Робинсон 66 — это модель с турбиной. Там стоит двигатель Rolls-Royce 300. И, конечно, 66-й, там уже 5 пассажирских мест, там есть багажник на 160 лб, у него больше скорость, у него чуть больше дальность, он жрет более экономично. То есть 66-й — это классная машина, но стоимость 66-го гораздо выше. Ты на гидросамолете летал? Да, у меня есть допуск. Очень удобно. На машине далеко ехать, долго, да. А Так, здесь и видите, сразу и всё самое видно. крутое на вертике летать на Ки-Вест. Потому что у тебя обзор полностью всех островов, ты летишь прямо над островами. Это вообще самое крутое. Ну просто если бы это не стоило столько денег, сколько оно стоит, я бы вообще на вертолете только бы и летал, наверное. Ну, кстати, все знают, наверное, это место, да? Беловиская. А, это музей, да, какой-то? Это музей с садом, таким полуботаническим. То есть ты можешь туда прийти, купить билет баксов за 15, еще там ивенты проводятся. Про цены давайте поговорим. Значит, 44-й с завода будет стоить около $600 000.
Я беру цифры из памяти, потому что я давно не занимался вертолетами, не продавал их, поэтому это просто навскидку. В Америке он стоит порядка 560 в базе, ну плюс там какие-нибудь навороты и так далее. Все это будет вырастать в 600 тысяч. Старую бэушную модель можно взять от 150 тысяч долларов и до стоимости новой, то есть там где-то до $500 000, в зависимости от налета и количества лет на календаре. Почему вертолет дороже? Часто меня спрашивают, почему себестоимость вертолета дороже? Очень правильный и важный вопрос, потому что у вертолета короче жизнь. То есть жизненный цикл вертолета гораздо меньше, чем у самолета. У большинства самолетов малой авиации нету срока жизни на фюзеляж. То есть все обслуживается по состоянию. А Cirrus — это единственный известный мне самолет, у которого лимит на фюзеляж 12 тысяч часов. То есть у остальных нету. У Cessna 172 нету, 152 нету. Лимита на фюзеляж нету. Есть только lifetime, жизненный цикл двигателя. На Cessna 2000 часов, на Cirrus 2200 часов, на некоторых движках 2400 часов. Нужно делать капиталку, делать новый, либо ставить новый двигатель, либо делать капитальный ремонт. Называется overhaul. Так вот, на вертолете все элементы имеют не только лимит по часам, но еще и по годам. Вертолет имеет лимит 2200 часов, либо 12 лет. То есть каждые 12 лет 80% вертолета выкидывается на свалку и заменяется новыми деталями. Это называется overhaul. Это касается и двигателя, и несущих балок, и части фюзеляжа, и инспекции всех систем. Не трогается только авионика, не трогается, собственно, сам фюзеляж. Все остальное пересматривается и переделывается, перерабатывается. Overhaul стоит где-то 260-350 тысяч в зависимости от того, кто его делает. Если вертолет делается на заводе и overhaul совершается на заводе, то это дороже. Если это делают какие-то подмастерья, грубо говоря, в ангаре пилят сами, то это чуть-чуть дешевле. Вертолет, юзанный полностью под overhaul, теоретически можно купить где-то за 60-70 тысяч долларов. Последняя математика, которую я делал этим летом, если купить вертолет полностью с исчерпанным ресурсом, 1070, и сделать к нему overhaul где-то за 230, 250, 260, можно получить нулевый вертолет после капиталки примерно за 320-350 тысяч долларов. Это в США. Все цены, я говорю, сейчас в США. Поэтому, если вы хотите купить Robinson 44 недорого, но иметь при этом большой ресурс, мой вам совет — купить вертолет полностью без календаря, отдать его, грубо говоря, нам на overhaul. У меня здесь есть несколько компаний, которые этим профессионально занимаются много лет. И через 3 месяца получить полностью отоверхоленный вертолет с нулевым календарем, с нулевым ресурсом. И у вас будет впереди 2200 летных часов и 12 лет. И все это вам станет примерно вот те цифры, которые я сказал. 315-350 тысяч долларов. Я даю вилку, потому что могут быть разные нюансы. А сейчас мы полетим с моей любимой Stilwell House и посмотрим. Это, кстати, хороший повод рассказать еще одну историю. В каких-то там начале 1920-х годов в Америке наступил глобальный кризис, который привел к сухому закону, да? Это, наверное, многие из вас знают. Так вот, сухой закон, он гласил о том, что бухать нельзя на территории, продажа алкоголя запрещена, да? Тут уже были люди, которые приехали из Нью-Йорка, начали здесь обустраиваться. В частности, вилла Виская, которая считается одним из старейших замков здесь, это 1890 год. То есть, как раз вот примерно к этому времени помещики и крупные промышленники начали здесь селиться. И они сюда приезжали, естественно, бухать, отдыхать. И они начали читать внимательно закон. Видимо, лоеры тогда уже вовсю по полной программе зарабатывали свои бабки. И лоеры выяснили, что бухать нельзя, и продавать, точнее, алкоголь и употреблять на территории США и 1 миля морская от берега. Что делают эти ушлые чуваки? Они выходят на Кей-Бискейн, вот сюда, отсчитывают 1 морскую милю от берега и строят на сваях первый дом. Вон он. Ясно. Вот это, да? Да. И начинают бухать. И оттуда в середине 20-х и 30-х начинает развиваться Stilwell Houses, то есть строение, постройка домов на воде, на сваях. Поскольку здесь очень мелко, глубина не превышает 1,5 метра,
Они забивают сваи, начинают ставить здесь... Короче, здесь было все. Здесь были частные резиденции, здесь были дачи у людей. Здесь были яхт-клуб, кстати, мы сейчас к нему подлетим. И к 50-м годам, когда уже хипозы начались, здесь было до 80 домов. Представляете, вот эта вся акватория, весь этот Флорида-Бэй, он был полностью застроен этими домами на сваях. Потом пришли хиппи, 70-е, и хипозы, они мочканули вообще по полной программе, потому что они здесь уже употребляли траву, свободная любовь и все такое. А в 80-х началась серия ураганов, которая смела большую часть этих домов, и осталось 7. Вот эти 7 Stilwell Houses, 7 домов, они до сих пор здесь стоят. И по тому, что я вычитал в интернетах, значит, последний владелец, который существует и жив на сегодняшний день, он обязуется передать свой дом не потомкам, а Key Biscayne National Park для того, чтобы они сохраняли уже это как наследие. И они дальше будут уже охранять и сторожить эти дома. Вот этот домик, судя по всему, даже очень ухоженный, да, смотрите. Вот что на вертолете я люблю делать, да, это вот такая вот вороночка. Я завожу вертолет во вращение, постоянно держу морду на одной точке. Красота. Travis, Black Long Ridge, Indian Creek, southbound ICW, center Watson. Watson, addressing helicopter, just Blue and Green Diamond, we'll be working calling 800 feet, Watson. Погнали куда-нибудь, да? Вот такие штуки на вертике прикольно делать. Это так. So, traffic, gonna use helicopter on the shoreline, Blue and Green Diamond, working at 1000 feet, Watson. Давайте еще поговорим про операционную стоимость часа. Коммерческая стоимость эксплуатации этого вертолета, почем мы сдаем это клиентам, это $650, включая пилота. То есть это полный прайс за летный час. Себестоимость этого вертолета, я сейчас просто грубо себестоимость, в Америке при американской стоимости топлива, при американских ресурсах, где-то $350. Это моя личная оценка, основываясь на том, сколько денег нужно потратить на оверхол, сколько стоит бензин, сколько стоит рутинное обслуживание, сколько может стоить страховка. Страховка на него, как правило, очень дорогая, потому что вертолет считается более опасным видом транспорта. И застраховать 44-й Робинсон примерно на $500 000 будет стоить не меньше 25 штук в год. Самая большая особенность вертолетов Робинсон, всех, Робинсон 22, 44 и 66, на самом деле это не единственный вертолет в мире, у которого такая схема. У Беллов тоже была такая схема раньше. Но одна из особенностей, которая отличает Робинсон от всех остальных вертолетов, это конструкция ротора. То есть как ротор крепится на мачту. Если посмотреть на вертолеты мощные, там еврокоптеры какие-нибудь, Агусты и так далее, у них там целая тарелка перекоса стоит, там 3-4 тяги, которые соединяют плейт и так далее. Но все это усложняет, удорожает и делает систему очень тяжелой. Робинсон, Фрэнк Робинсон, старик, который придумал этот вертолет, он сделал вообще все по-другому. Он сказал: так, пацаны, нам нужно, чтобы было дешево, и чтобы было легко, а также, чтобы оно было надежно и безопасно. Поэтому он предложил вот такую вот схему на 3 болтах. Вот этот верхний кусок металла, я не помню, как он называется, на который крепятся 2 лопасти и который крепится на мачту, это такой, короче, как кирпич. У этого кирпича вверху винт, точнее болт. И этот болт соединяет мачту. И таким образом у нас получается, что весь вертолет висит на одном болту. И его называют Golden Bolt, золотой болт, потому что ротор, он же вращается сам по себе, да, то есть ротор представляет собой крыло. И он создает подъемную силу. А под ним висит вся вот эта вот махина, вся эта конструкция, все эти 2500 паундов, они все висят на одном единственном болту. Поэтому болт, он, соответственно, вот такой в сечении. Это самое узкое место этого вертолета. То есть, да, Робинсон придумал самую дешевую схему, да, Робинсон придумал ее самую легкую. И для домашнего использования, для непрофессионального, это идеально. Но конструкция болта, она вызывает у скептиков и у всех, так сказать, противников вертолетов Робинсона, она как раз вызывает аргумент, что ага, а у Робинсона все висит на одном единственном болту. Поэтому, если вдруг что-то случится с болтом, если он срезан, то вертолет падает. И также есть свойство mast bumping, которое мы вчера на SFAR 73 обсуждали.
Если вертолет Робинсон переходит в режим Low G, как мы на экстре летали, да, когда у тебя создается невесомость, тогда ротор и вертолет начинают жить своей жизнью отдельной. То есть нет нагрузки под ротором, и в этот момент может произойти маст-бампинг, когда вращающийся ротор касается мачты и срезает ее нахрен. Пропеллер улетает, блейд в одну сторону, вертолет улетает в другую. Маст-бампинг — это вторая причина катастроф с вертолетами Робинсон. Первая, как я уже сказал, это провода. Вот эта тарелка автомата перекоса. Вот 3 тяги, которые идут 1, 2, 3 и 4 сзади. Это тяги моей ручки. То есть, когда я вращаю коллектив, ручку, то эти тяги наклоняют тарелку. А тарелка, в свою очередь, наклоняет за счет того, что здесь стоят тяги, блейд туда-сюда. А болт, вот он. Эти 2 болта, они крепят лопасти, а этот болт крепит всю эту конструкцию к мачте. То есть, таким образом, вся конструкция висит на одном болтике. Вот на этом. И это Golden Bolt. А вот здесь вот стоят такие штучки пластиковые, которые свидетельствуют и показывают нам, был у нас маст-бампинг или нет. То есть касались лопасти основной мачты или нет. И на каждой инспекции проверяется, и перед каждым полетом, есть у нас там касание или нет. Если вдруг я увижу, что были признаки маст-бампинга, то я на вертолете не лечу. И сообщаю об этом механикам. Вот и вся конструкция. Страховать их не очень любят, потому что, опять же, считается, и я с этим полностью согласен, что езда на мотоцикле более опасна, чем езда на машине. И полеты на вертолете более опасны, чем полеты на самолете. То есть уровень риска выше. Это и провода, и маленькие площадки, и профессионализм пилотов требуется гораздо более высокий, и отсутствие возможностей в полетах по приборам, и обледенение, и так далее. Я уже сказал, еще раз подчеркну, вертолет Robinson 44 не сертифицирован для полетов по приборам. То есть на них нельзя летать в облаках, на них нельзя летать в обледенении, на них нельзя подниматься выше 9000 футов над землей. А предельный потолок у этого самолета 14 тысяч футов. Реально я на нем залазил на 1010, наверное, я на нем залазил. Но он чувствует себя уже там не очень хорошо, потому что мощности двигателя не хватает. Он так уже висит вяленько, то есть, в принципе, не кайфово. На 66-м я лазил гораздо выше, на 66-м я залазил на 13500 в Альпах, когда была необходимость перепрыгивать через какой-то хребет. Но и 66-й все-таки помощнее. Там 300 лошадиных сил, там турбированный, я имею в виду, турбореактивный двигатель стоит. И вся конструкция 66-го более мощная, более современная, более крутая, чем у 44-го. Но для начального уровня, если вы хотите попробовать вертик, покупайте 44-й. Неважно, равен 1 или равен 2. Я бы рекомендовал для России брать равен 2, а для теплых условий, типа как во Флориде, пофигу, можно летать и на карбюраторе. Равен 1, равен 2, 350-400 тысяч долларов, и вы счастливый владелец вертолета Robinson 44. Можете летать на дачу, в лес, грибы, на рыбалку. А еще я, может быть, сделаю с этим человеком интервью, если мне удастся. В России есть уникальный человек, которого зовут Саша Михайлов. Он является руководителем поискового отряда «Ангел». И поисковый отряд «Ангел» занимается тем, что ищет людей, в том числе с воздуха. У них есть наземные волонтеры, и есть огромное комьюнити, объединение энтузиастов, которые за свой счет, за деньги из своего кармана летают на вертолетах и на самолетах и ищут людей пропавших. В год, я даже не боюсь соврать, сколько они спасают людей, но это какое-то невероятное количество, которое, наверное, может конкурировать с тем, что делает МЧС. Саша Михайлов, его легко найти в интернете, мы дадим на него сейчас ссылочку, поэтому если вы купили вертолет, и вы уже сделали все, что угодно, облетали куда угодно, пересекли Атлантический океан, Тихий океан, кстати, я сейчас об этом дополнительно расскажу, то всегда есть возможность, как применить вертолет в делах полезных для общества или для других людей, в частности, поисковой работы. На самом деле, на вертолете можно делать не только поисковые работы, это и лесоохрана, и пожарный надзор, и перевозка грузов, медикаментов, персонала в труднодоступные места. У меня с вертолетами Robinson есть
Несколько замечательных историй. Вот один из примеров — это Саша Михайлов, который выполняет поисковые работы. Второй пример — это я, собственно, сам летал в 2014 году в Магадане на золотых приисках. И мы доказали, что вертолет Robinson 66 может быть очень хорошим конкурентом для выполнения различных работ, переброски грузов, персонала на удаленные золотые прииски, в отличие от Ми-8. Час Ми-8 стоит 250 тысяч рублей в России, а час Robinson 66 стоил 1070 или 60, то есть в 4 раза разница. Это второе применение. Третий, у меня есть шикарный пример. На вертолетах Robinson 66 ребята совершили кругосветный перелет из Москвы в Москву через всю Европу, через Атлантический океан, через Канаду, Берингов пролив и через всю Россию. Это был экипаж с Михаилом Фарихом, покойным, к сожалению, на борту, Дмитрием Ракитским, который тоже, к сожалению, покойный. 2 человека из 4, из той замечательной четверки уже их с нами нет, и они оба разбились на вертолетах. Вот они слетали кругосветку и доказали, что на вертолетах Robinson 66 можно пересекать океан. У них были дополнительные баки, но это такая отдельная тема. И еще одно было увлекательнейшее путешествие, тоже 2014 год. На вертолетах Robinson 66 3 экипажа, 3 вертолета слетали в Новую Зеландию из Москвы и вернулись обратно. Экспедиция называется There and Back Again. Я сейчас дам ссылочку на нее здесь. Про нее можно посмотреть, увидеть кучу разных видеоматериалов. Ребята реально заморочились и слетали в Новую Зеландию на таких вертиках. Так что путешествие — это еще одно применение вертолетов. Я сам лично облетел на Робинсонах 44-х и 66-х всю Европу. Я летал и на Белое море на север, на юг мы летали, в Краснодар и Сочи. Я летал на этих вертолетах и по всей Прибалтике, и в Ригу, и в Псков, и в Таллин, где мы только не были, ну и вся Европа, включая Шотландию, кстати. Я летал на этих вертолетах на 66-х в Шотландию. Это было мое финальное путешествие на моем предыдущем месте работы в Хелипорт Москва. Это крупнейшая частная вертолетная компания в России, в которой я работал 1 год руководителем отдела авиационных путешествий. Откуда и началась, собственно, моя любовь и страсть к вертолетам. Я в своих выпусках и в прошлом выпуске про вертолеты, и в этом выпуске неоднократно говорил и буду говорить о том, что вертолет — это не только средство для передвижения из пункта А в пункт Б, но это еще и потрясающий способ познания мира через авиационное путешествие. И совершенно случайно я недавно набрел на пару роликов моего коллеги Дениса Рубцова, с которым мы знакомы, который летает в аэропорту Хелипорт Москва, там же, где я учился и работал. Денис сделал 2, даже, по-моему, 3 потрясающих ролика о том, как он путешествовал из Лос-Анджелеса в Лас-Вегас. Очень рекомендую перейти на его канал и посмотреть эти ролики. Это шикарная иллюстрация моих слов о том, что нет ничего лучше, чем познавать мир с высоты, и лучше всего делать это на вертолете. Переходите, подписывайтесь и смотрите. Вертолет — это прекрасно. Вертолет — это офигенно. Я, кстати, 1 раз возил пассажира, у меня была спецпрограмма. Я больше этого не делаю, но когда я был молодой, голодный до всех впечатлений и денег, я предлагал 31 декабря в ночь встретить на борту, на салюте. Обычно я продаю 4 июня, потому что когда ты летишь вдоль берега, здесь просто салюты фигачат один за другим. И вот у меня чел купил 4 июня на вертолете. Мы полетели с ним вдоль берега. Мы сняли вообще все салюты, которые были здесь в городе, а самый продолжительный оказался на Кей-Бискейн. На Кей-Бискейне то ли мэр пропошлял больше всех, то ли они там скинулись. Короче, когда все уже легли спать, мне кажется, у них еще херачило. То есть у них там 47 или 48 минут шел салют. И мы здесь пролетели все за 15-20 минут, и я смотрю, на Кей-Бискейне еще шарашит. Я говорю, чувак, а хочешь? Он такой говорит, ну да, прикольно. И я его привез туда, и мы зависли на вертолете на 700 футах. И просто вот так вот, как со зрительного зала, висели и смотрели на весь этот салют. Довольно частый вопрос к людям, которые летают на вертолетах и на самолетах, это что тебе нравится больше, вертолет или самолет? И я раньше всегда отвечал на этот вопрос однозначно. Вертолет. Но это было до тех времен, как я начал летать на самолетах более активно и набирать опыт на разной технике. Сейчас я могу сказать, что в зависимости от задачи
я выберу тот или иной способ решения этой задачи. Если мне надо вот с пацанами прилететь, подсесть на полянку, то я, конечно, выберу вертолет. Если меня спросят, на чем я кайфую больше, я, конечно, кайфую больше на вертолете. Летать обзорные экскурсии, смотреть по сторонам, наблюдать за природой, конечно, лучше с вертолета, потому что шикарный обзор, возможность зависнуть, развернуться на 360, делать все, что угодно. Поисковые работы, пожарная охрана, все лучше делать на вертолете. Но, если мне нужно будет лететь на дальняк, куда-нибудь, не знаю, в Нью-Йорк, в Чикаго или через Атлантический океан, я, конечно, полечу на самолете. И чем дальше мне надо лететь, тем больше, мощнее и выше должен летать мой самолет. То есть, если мне нужно лететь в Европу, я полечу на джете. Если мне нужно лететь по Америке, я, скорее всего, полечу на Цирусе. Если мне нужно лететь в Калифорнию, я, наверное, полетел бы на Vision Jet. То есть, под каждую задачу есть свой инструмент. Шурупы не забивают молотком, гвозди не забивают отверткой. То же самое и здесь. Поэтому для каждой задачи свой инструмент. А что нравится вам? Пишите в комментариях, что лучше, самолет или вертолет. Что выбрали бы вы, если бы у вас был, ну, например, условно неограниченный бюджет. Давайте пообсуждаем. Интересно. На этом все. Летайте на самолетах, летайте на вертолетах. Как говорит Васильев, приходите в небо. Не обязательно становиться профессиональными летчиками, летать можно для своего удовольствия. И примеры тех людей, которых я перечислил в этом ролике, отличное доказательство для того, что границ здесь не существует. Вы можете начать с простого хобби, а во что превратится это хобби, никогда не знаешь. Я начинал с простого хобби, а превратилось это вот во все вот это. Подписывайтесь на канал, если вам нравятся мои видео, ставьте лайки. Это помогает нам набирать больше базу подписчиков и больше интереса делать новые видео для вас. Пока!